Криптоэнтузиастики, приветствую вас на канале. Итак, давайте посмотрим крипторынок. Конечно же, будем рассматривать самые позитивные сценарии, потому как то, что я, допустим, говорил, что происходит реально, никому не нравится и данные видосы не залетают. Мы будем только на позитиве. В принципе, и нужно быть только на позитиве, потому как у нас осталось буквально 4 месяца до завершения бычки. Именно что до завершения бычки по биткоину. Что касательно альткоинов, если у нас биток поставит свою вершину ноябрь-декабрь 2025 года, то некоторые альткоины еще могут даже отстреливать вплоть до середины 2026 года. И конечно же, я думаю, что Трамп, дамп наш, не только он делает дампы, но он делает, конечно же, хорошие возможности для того, чтобы закупиться на рынке и дает большинство людям заработать на этих рынках. Мы, конечно же, очень сильно негативно к нему относимся, потому как он утворил дампы, но вы себе представьте, если бы у нас были бы полные кейсы бабла, и мы бы сидели, думали, что нам делать, как бы нам зайти в рынок, а тут приходит дамп, потому как сделал его Трамп. Вот что. И, в принципе, что? Он красавчик, можно так сказать. Если бы у нас были большие кейсы бабла, мы бы могли бы вот эти вот все проливы откупить бы, и сейчас уже были бы в профите. Тут, в принципе, что? На Трампа можно сильно не гнать. Одно только я не очень, конечно, довольный с Трампом, то, что у нас не наступил этот гребаный мир. С момента, конечно же, правления Трампа и его хотелочек, разных манипуляций, смотрите, люди уже на фонде заработали более 25%. И это в очень короткие сроки. Если у нас здесь, допустим, был пик, даже мы возьмем пик вот здесь вот посмотрим, у нас здесь был пролив, и обратно все это дело вернулось за 161 день. На фонде 25% заработать за 161 день, это просто, умопомрачительные, конечно же, цифры. Если мы, допустим, вот здесь вот возьмем, то, вот смотрите, тут у нас бы пришлось бы 1,5 года мурыжиться для того, чтобы поднять, допустим, капитал в диапазоне там 29%. 1,5 года. А здесь они сделали манипуляцию очень быстро. Это, конечно же, крупные дяди, которые знают, что они делают. То, что они там делали дампы, это им на руку. Ну, мы, конечно, обычные люди, которые нет у нас много бабла, мы не смогли бы, допустим, откупить такие вот просадки. Потому как мы и так засажены уже очень давно. Но Трамп, я думаю, ведет рынок туда, куда нужно. И все-таки будет у нас бычка. Может быть такое, что некоторые альткоины у нас не отстрелят в 2025-2026 году, но некоторые, наверное, будут все-таки стрелять и очень хорошо. Я думаю, что мы все-таки заработаем на этом гребаном рынке. И в принципе, Трамп у нас стал президентом ноябрь 2024 года, инаугурация у нас январь 2025 года, да, получается там в Штатах 4 года у нас бычка по президентским сроком, то у нас 4 года это 26 год, январь год, 27, 28, 29 год. И под конец правления Трампа, 29 год, да, то у нас можно так сказать, что сентябрь, октябрь, ноябрь, допустим, вот так вот. Мы можем предположить, что здесь еще в 2029 году будет хорошее ралли по криптоактивам. Потому как не просто так будет Трамп, наверное, уходить из поста своего. И он захочет еще бабла заработать, уже напоследок. И они будут, по всей видимости, дальше манипулировать этими рынками. Само собой, это у нас Dow Jones, высокорисковые активы. Я вам просто высказываю свои мысли на графике Dow Jones. Само собой, Dow Jones, по всей видимости, еще вырастет, не на 28%. Он может, наверное, все-таки вырасти на процентов так 50, вот сюда вот на 67 тысяч пунктов они могут это все дело затолкать. Само собой, здесь будут разные еще сливы, манипуляции. У нас еще будет на этот весь период времени медвежка на битку. Ну и тут напоследок, я думаю, что они сделают пампы. Что касательно самого биткоина, у нас пробито
трендовая линия, которая берет свое начало с 2017 года. Мы это все дело рассматривали. И сейчас биток находится выше данной трендовой линии. Вот. Мы видим то, что биточек наш находится выше данной трендовой линии. Теперь вся вот эта вот чухня, то, что там рассказывают, допустим, ну, биток будет 0, мы не будем, конечно же, обгаживать разных блогеров, но есть такие мнения, вы прекрасно знаете, что они ходят по ютубу, то, что там биток будет 0 обнулиться. Теперь вы можете представить, что вот это вот все уже зона поддержки. И если даже биток опустится, ну, куда-то там ниже, чем 100 тысяч долларов, вы себе представьте, как его будут откупать. Если у нас Трамп, президент мира и президент криптовалют, говорит о том, что биток будет миллионы долларов, там это будет резервы, и я думаю, что эти новости еще выйдут, и на фоне этих новостей мы поставим вершину в диапазоне 170 тысяч долларов по биткоину, то при опускании битка вниз и уже с нормальным таким конкретным резервом битка в Штатах и вообще по всему миру, он уже в Сальвадоре есть, его будут просто здесь моментально откупать. Просто моментально. И в принципе вот эта вот трендовая линия будет у нас сильнейшей зоной поддержки. И по всей видимости будет сильнейшей зоной пробития, капитулирования. Потому как если мы здесь поставим, допустим, вот вершину, да, у нас здесь будет распределение какое-то, и потом нам нужно будет всю вот эту трендовую линию пробить. Здесь будет, по всей видимости, сильнейшая капитуляция, как происходило у нас в 2022 году при крахе Луны. Вот здесь вот. Я думаю, что, может, кто, конечно, тогда не был в рынке, я тогда был в рынке, участвовал и знаю, какой здесь был пролив, какой здесь был крах и что здесь творилось. Аналогичная ситуация может быть и здесь. Вот при пробитии этой трендовой линии, когда мы будем идти на медвежку, здесь будет сильнейшая капитуляция. Капитуляция трейдеров. И дальше у нас еще будет один интересный важный момент. Это, конечно же, принятие ETF. Это диапазон 42 тысячи долларов. Наша цель, по всей видимости, может быть вот здесь вот. Но это будет медвежка. Это будет очень далеко. А сейчас локально у нас только позитив. И в принципе на недельке биток просто шикарно выглядит. Мы с вами рассматривали то, что здесь присутствует паттерн чашка с ручкой. Вот он, в принципе, так и есть, этот паттерн чашкой с ручкой. Вот у нас ручка здесь небольшая. И шаблон бары мы накинули, то, что наша цель. Вот она по биткоину. Вот она. И я говорю не просто так, что здесь будет 170 тысяч долларов, потому как мы с вами опираемся на Hash Ribbons и на P-Cycle Top. А P-Cycle Top нам показывает то, что будет вершина в диапазоне где-то примерно выше, чем 170 тысяч долларов. Ну, посмотрим, понаблюдаем. Также, если взять тело ручки, у нас тело ручки здесь уже шикарно отработало. Вот. Давайте-ка мы посмотрим. Обычный паттерн, чашка с ручкой. Это не секрет. Вот у нас тело ручки отработало. Шикарно, тело ручки отработало. В этом цикле очень часто паттерн чашка с ручкой отрабатывали. Многие, конечно же, смеялись. Я давно снимал видео, еще в 2023 году, 2024 году. И говорил, что здесь глобальная чашка с ручкой. Глобальная чашка с ручкой у нас отработала. Вот, кто, конечно же, смеялся, можете потерять свои зубы об асфальт. Кто не смеялся, тот, конечно же, удержал свои позиции, может, кто-то там лонговал, ну, заработал. Дальше у нас есть еще тело самой чашки. Вот тело чашки. Если тело ручки у нас уже отработало, то тело чашки у нас будет где-то в диапазоне, смотрите, ну, примерно 160-170 тысяч долларов. Так что наши цели вот здесь вот. Я думаю, что мы туда доберемся. На недельке все у нас шикарно выглядит, на дневке тоже. Биток, в принципе, здесь поставил такую вот небольшую локальную вершину. Некоторые говорят, что это надгробие. Ну, пускай это будет надгробие на дневке. Надгробие всегда, конечно же, разворотный формат. Многие будут смеяться. То, что такие паттерны. Но по поводу надгробия, это Саня с Киева. Я с ним иногда, созваниваемся, мы с ним общаемся. По поводу рынка очень много общаемся. И он говорит, посмотри, там есть надгробие. Но я сам удивился, думаю, какое надгробие? Он говорит, вот это вот надгробие, паттерн надгробия. Типа разворотный медвежий паттерн. Но посмотрим. Я думаю, что здесь будет просто локальная коррекция с каким-то боковиком. И этот боковик у нас будет длиться примерно 3 недели.
3 недели это где-то к 10 числам августа. Вот так вот сюда, вот, к 10 числам августа, и мы дальше, по всей видимости, попрем вверх. В этом вот боковике у нас начнет, по всей видимости, набирать силу эфириум. И это был бы самый положительный сценарий для наших портфелей, для наших альткоинов, потому как эфириум это та самая скамовозка, которая тянет этот скам. Весь. Если биток тянет рынок глобально, туда-сюда или вверх или вниз, то эфириум это скамовозка, которая тянет скам монетки. Наши скаметрончики, которые хотят нас соскамить, иногда скамят, но мы хотим с них, конечно же, высосать прибыль. Вот что. И я думаю, что в этот момент при консолидации битка здесь ничего страшного нету. Понятно, что у нас был рост, нужна коррекция, боковик какой-то. При вот этом вот боковике у нас начнет брать эстафету, конечно же, эфириум. По биткоину видно то, что у нас пошли небольшие продажи на MACD. Это хорошо. Были покупки, теперь продажи. Индикаторы разгружаются. На дневке уже смотрим, даже RSI у нас уже здесь вот хорошо разгрузили. Стохастик уже здесь развернули, и MACD потихоньку разгружают. На дневке ничего страшного не происходит, просто обычная боковая консолидация, обратно же, по всей видимости, набор шортовых позиций, и потом дальнейшая будет ликвидация этих шортовых позиций. Пока что мы с вами удерживаем уровень, который вот находится здесь вот на вершине, это 11200. Если мы его не пробиваем, то все у нас хорошо и паниковать не стоит. Вот этот вот уровень, мы над ним еще очень далеко. Здесь никаких паник делать не нужно. Все у нас идет нормально, боковая консолидация. Если посмотреть на 4-часовике, есть как и продажи, так же самое и откупы. На 4-часовике вообще шикарно уже разгрузили и MACD, и стохастик. Как и откупы, так и продажи есть. Само собой, здесь налипают шортисты. И китам это на руку. Они будут дальше, по всей видимости, выбривать всех. Биток выглядит вообще шикарно. Нам нужно здесь отрисовать боковик и, конечно же, движение эфириума в этот момент увидеть. Давайте посмотрим, что у нас по эфириуму. Эфириум у нас потихоньку набирает обороты. Смотрим на 4-часовике. Буквально еще вчера мы видели здесь вроде бы как будет падение, консолидация, но за ночь мы видим то, что эфириум делает у нас движение вверх, набирает обороты. Мы с вами рассматривали вчера эфириум, и я сказал, что идем к целям 0,026. Мы строго сюда пришли. Вот этот вот блок. Теперь нам нужно здесь его пилить, этот блок, потому как это у нас манипуляции с монеткой Трампа и, само собой, слив на бирже Bybit, который произошел там, перевод средств неправильный. Вот этот вот блок сильнейшего сопротивления. Сейчас здесь будут, по всей видимости, они все это дело пилить. Эфир относительно биткоина пробил вторую трендовую линию. Если мы посмотрим, у нас здесь есть 3 трендовых линии. Это локальные линии. Было первое пробитие, консолидация, второе пробитие. Ну и сейчас у нас вот цель. Тянемся просто-напросто на 0,037. Быстро, конечно, здесь, я думаю, они не будут это все дело двигать. У нас уже здесь и MACD сильно перегрет, и стохастик тоже перегрет. Мы видим то, что здесь все перегрето у нас. По всей видимости, они будут что-то по эфиру тоже, наверное, все-таки боковить. Если относительно доллара, то у нас здесь тоже все неплохо выглядит. Относительно доллара мы видим то, что сегодня ночью буквально уже эфириум стоит в диапазоне 3.150. Никто, конечно же, этого не ожидал. И если относительно доллара, то мы вот этот блок уже полностью прошли. Вот блок момента манипуляции монетки Трампа. Мы его пробили. Сейчас мы подбираемся к гэпу. Цели по эфириуму. Первая цель у нас 3.430. Вторая цель у нас 3.500. Третья цель 3700, четвертая цель это, конечно же, поставить вершину $4000. Здесь будет зона принятия решений. Или мы, конечно же, подходим к диапазону $4000, и эфириум пробивает это все дело и улетает на $7000. Тогда будет сильнейшая эйфория на рынке и сильнейший альт-сезон. Но второй такой более негативный сценарий это то, что эфириум у нас
подойдет к 4000 долларов, отрисует четвертую вершину и развернется вниз на медвежку. Здесь мы будем смотреть. Я думаю, что если эфириум подойдет в диапазон 4000 долларов и на портфеле что-то интересное покажется, то не ошибка будет здесь забрать хотя бы вложенные средства, ну часть. Допустим, если вы прикупили Aptos по 5 долларов и здесь Aptos стоит по 20 долларов, я думаю, что 25-30% позиций желательно здесь фиксануть. И фиксировать всегда нужно на росте. Это будет не ошибка, потому как этот рынок ошибок не прощает. Забираешь здесь 25% движения по Aptos и ожидаешь дальше. Ты, в принципе, вложенные здесь забрал, ждешь дальше. По целям Aptos, к примеру, там выше пойдет в диапазон там 30 долларов вместе с эфириум при пробитии 5000 баксов. Ну и, конечно же, 70 долларов, если эфир доберется там где-то выше, чем 5000 долларов, диапазон 7000 долларов. Здесь Aptos будет стоить намного дороже. И это будет говорить о том, что у нас, конечно же, будет хороший приток капитала в рынок и будет вливание бабла. Мы достигнем наших целей по капитализации и по тоталам, как мы с вами это рассматривали. В этот момент, когда у нас по биткоину будет боковик в диапазоне вершины, где мы только что это дело все смотрели, давайте посмотрим. Если у нас по биткоину все будет хорошо и здесь мы с вами увидим боковик, по всей видимости, эфириум начнет в этот момент догонять биткоин. И мы с вами сможем увидеть в этот момент падение доминации биткоина. Давайте посмотрим, что у нас там с доминацией. Я думаю, что она уже упала конкретно. 63.82. 63.82. Довольно-таки нормально. Мы приближаемся к нашим целям. Глобально по доминации биткоина я ожидаю откат в диапазон 50-48%. Ну и еще, конечно же, есть цели, это 42. Вот сюда вот. 42, я думаю, что мы сюда как-то доползем. Ну, допустим, вот так вот, например. Мы вот так вот сюда, может быть, доползем. Пока у нас все идет нормально, все по плану. Конечно же, они все это дело растянули, потому как я предполагал, что падение доминации у нас начнется где-то примерно с марта месяца. Вот здесь вот, конец февраля, начало марта, но цикл чуть-чуть растянули на 4 месяца. И будем это тоже в дальнейшем учитывать. Доминация у нас неплохо выглядит. Начала она у нас падать. Просто глаз радует. Вчерашнее вообще падение просто шикарное. Мы перекрыли вот этот вот ромб, который у нас здесь был в распиле. И просто шлепнулись, вот смотрите, на 63.71. Все шикарно. Для того, чтобы хороший был слом по доминации, нам нужно прийти вот сюда вот. Будильник. Кстати, криптоэнтузиастики. Я каждый день встаю в 5 часов утра, чтобы вас порадовать свежим, конечно же, роликом каким-то. И надеюсь, криптоэнтузиастики, в 5 часов утра встаю, чтобы вас порадовать разными интересными мыслями и новым свежим роликом. Нужна от вас максимальная поддержка. Лайк, подписка и комментарий. Даже не успел побриться. Вот, в принципе, вот так вот. Так что, криптоэнтузиастики, давайте, наверное, все-таки поддержим наш канал. Поделимся этим видео с своими друзьями, с коммитрончиками, инвесторами и черепашками-ниндзями. И своими криптоэнтузиастами. Потому что нужна нам поддержка. Что это такое? У нас менее чем 6000 подписчиков на канале. Давайте исправим ситуацию. Итак, по поводу доминации. Нам нужно хотя бы шлепнуться в диапазон 63, 62, ну 62,8. Тогда уже здесь будет конкретный слом по доминации битка. Также Дофа, мой товарищ, он рассмотрел то, что здесь есть медвежий флаг. Если медвежий флаг у нас здесь есть, то наша цель, ну вот она, вот у нас медвежий флаг, вот наша цель, вот этот вот блок. И этот блок как раз будет тот самым ключевым, что мы будем ломать полностью, конечно же, восходящий здесь тренд. Если мы пробиваем этот блок и уходим хотя бы, ну вот под этот вот фитиль, который у нас здесь находится в диапазоне 61,9,
то просто-напросто это будет шикарный вид. Мы просто-напросто пробиваем этот блок, и у нас уже здесь тренд глобально будет меняться. Дай бог, чтобы у нас все здесь сменилось и не было такой самой истории, как было в декабре 2024 года. И чтобы цикл повторился. Если этот цикл у нас повторится, а я думаю, что он повторится, у нас на этом рынке есть цикличность, мы на нее опираемся. Правда, он немножко растянулся на 4 месяца с доминацией битка падением, то это будет хорошая возможность еще поучаствовать хотя бы в одном Санта-ралли или биткоин-ралли, который у нас будет в период времени с 2026 по 30 год, 4 года. Я еще думаю, что буду жив в этот момент, буду снимать ролики, буду вести канал и буду вам что-то рассказывать, какие-то идеи, мысли туда-сюда. По поводу сетапов, иногда я даю в телеге сетапы, кому интересно, можете запрыгнуть в телегу, но еще есть закрытый канал, я туда тоже кидаю разные сетапы. В принципе, вот так вот. Да. По поводу цикличности. Мы видим то, что мы подбираемся к желтой зоне. Вот у нас желтая зона. Это уже зона эйфории, завершение бычки. Как бы не хотелось бы, но, бычка будет здесь завершаться. И завершится она ближе к концу 2025 года. Тут нужно будет принять решение покинуть рынок, может кто-то не будет покидать рынок, будет холдить до 2029 года, может кто-то будет заниматься DeFi, может кто-то будет заниматься стейкингом, может кто-то будет заниматься венчурным капиталом, может кто-то будет стейкать эфириум, вообще можно все шлаки перелить в эфир, закинуть эфир в стейкинг и стейкать себе эфир под 20%. И все. Правда, это тоже рисково. Ну, можно просто выйти с рынка, можно не выходить. Это будет ваше решение. Я лично буду фиксировать какую-то прибыль и выводить деньги с рынка. И мы здесь уже подходим к завершению этого бычьего цикла. Думаю, что он закончится в 2025 году. Дальше будет медвежка. Вот. И если у нас циклы будут повторяться, то история у нас повторится, доминация упадет, потом, по всей видимости, так как у нас есть спотовый биткоин ETF, мы здесь шлепнемся по доминации, на следующей бычке, медвежке, на следующей медвежке, которая здесь у нас начнет расти доминация, и может быть такое, что у нас есть спотовый биткоин ETF, мы не с первого раза пробили вот эту вот вершину, а пробьем уже с второго раза эту вот вершину. Большинство альткоинов у нас в этот момент просто умрут, останутся только избранные, такие как, допустим, S&P 500, там, допустим, 500, что-то загудело, 500, допустим, компаний, так же самое у нас и на крипторынке останется, допустим, каких-то там 500 альткоинов, которые будут в дальнейшем перформить, примут на них какой-то там, может, ETF, но это будет где-то там ближе к 30 году. А все такие вот щитки, мемкоины, они просто, наверное, умрут. Там, за исключением пару мемкоинов, там, может быть, Трамп, Пепе, там, Шиба Ину не умрет. В принципе, вот так вот. Все у нас здесь хорошо, и мы с вами вчера рассматривали DXY. Мы с вами рассматривали вчера DXY, и он нам подсказывает то, что мы, по всей видимости, этот участок времени прошли. Сейчас мы будем идти в вот этом вот участке времени. А здесь у нас 21 день. Смотрите, здесь у нас получается 21 день. И это как раз, по всей видимости, припадает с коррекцией на биткоине. Потом у нас будет заседание ФРС. Что-то они там будут триггерить тоже для рынка. И я думаю, что биток дальше начнет потихоньку расти в диапазон 170 тысяч долларов. Также давайте с вами посмотрим, что нам показывают сигналы, потому как мы с вами очень часто смотрим данные сигналы, очень интересные сигналы по хэшрибансу. Давайте мы посмотрим хэшрибанс. У нас здесь P-Cycle Top. Что нам показывает P-Cycle Top? Он нам показывает то, что желтая линия уже начинает отклоняться от наших целей, и она уже, смотрите, начинает просто загибаться. Вот, сюда вверх просто тянется. Вот я увеличу, я думаю, что вам будет видно. Вот мы рисовали ее вот здесь, вот, да. За несколько дней мы видим то, что желтая линия приподнимается вверх. Просто начинает магнититься к зеленой скользяшке. И в принципе вот наша зеленая,
А здесь зеленая мы видим, начинает магнититься к желтой. Вниз, чуть-чуть приопустилась вниз. Давайте мы вот так вот это все дело подредактируем. Вот так вот сюда. Она просто тянется вниз. Это говорит о том, что они хотят между собой пересекнуться. Пересечься, пересекнуться. И я думаю, что они здесь пересекнутся где-то ближе к концу 2025 года. И у нас здесь засветится такой вот красный значок о том, что вершина по биткоину поставлена, как это было в 2021 году, как это было у нас в 2017 году и как это было в 2013 году. Вот, данный индикатор никогда не ошибался, когда была вершина. Пока что вершины нету. И это очень хорошо, у нас будет время, по всей видимости, на раскачку скам альткоина у наших. Посмотрим, что у нас дальше там получится с этой скамитронщиной. Но мы видим, что даже вот локально за 3 дня уже скользяшки начинают прижиматься друг к другу и хотят где-то здесь схлопнуться. Вот что. Это очень хорошо, все у нас работает, все у нас циклично. Конечно же, да, нас отмурыжили, нас просто отымели, как летом 24 года, так и вот середина 25 года просто отымели. Ну что поделаешь, это такой рынок у нас. И хэш риббанс. Давайте-ка посмотрим у нас, что там творится на этом гребаном хэш риббансе. Также давайте посмотрим у нас сигналы. Блин, и зачем я его удалил? Давайте посмотрим, что у нас по сигналам и, само собой, по хэш-риббансу. Итак, хэш-риббанс. Мы видим, что на дневке продолжается капитуляция. Хоть у нас и идет рост, мы поставили новую вершину по биткоину. У нас хэш-риббанс давал сигнал буквально в мае 2025 года. И сейчас на данный момент с 20 чисел июня мы видим длительный период времени капитуляции. Я думаю, что здесь может быть такая самая ситуация, похожая, как было, допустим, весной 2025 года. И дали сигнал. Только здесь немножко затягивает. Это тоже очень положительно, потому как если здесь будет сигнал, у нас будет вероятность продолжения роста по биткоину. То, что у нас есть сигнал в мае, это тоже очень хорошо. Зачастую после того, когда дается сигнал на хэш-риббансе, у нас в среднем примерно рост битка на 50%, а то и 60-70%. Но здесь, если у нас будет 60% роста, биток достигнет 172 тысячи долларов. Вот. То, что здесь у нас пока что нет сигнала, это не беда. Здесь может быть просто-напросто капитуляция, сигнала может и не быть, но мы посмотрим. Давайте посмотрим на 4-часовике. Есть ли здесь сигнал? Нету сигнала. Что у нас на часе? Нету сигнала, нету сигнала. И давайте еще посмотрим 30-минутку. Тоже нету сигнала. Но это такое. Будет ли он здесь или нет, знают только майнеры знают и сам манипулятор. Этот сигнальный индикатор хэш-риббанс основан на капитуляции майнеров, и он анализирует сеть самого биткоина. Это не просто какой-то там индикатор на цене, что цена пошла вниз, давай будем сигнал показывать, потому как мы упали, значит нужно покупать. Нет, здесь идут анализы майнеров, и здесь очень сложный анализ рынка, и он всегда показывает правду. Здесь у нас тоже были сигналы на истории, они всегда хорошо, шикарно отработали. Здесь у нас сигналы были на вот этих вот летних движениях 2021 года, тоже был сигнал, и он отработал шикарно. И фишка в том, что данный индикатор никогда не показывал ложные сигналы, когда мы погружались на медвежку. Если здесь у нас сигнал появился, и мы еще не поставили вершину по P-Cycle топу, то это означает, что нету еще никаких здесь медвежек. Вот что. По истории так было. Как было в 2017 году, мы падали, хэш-риббанс не давал сигнал. 2021 год мы падали, хэш-риббанс не давал сигнал. Только дал сигнал строго на донышке. Видно вот донышко, декабрь 22 год, и он здесь дал сигнал. Но здесь была, конечно же, капитуляция. Это когда у нас Луна крахнула, здесь была капитуляция. Ну, понятно, тогда все капитулировали. Тогда и я чуть ли не капитулировался. Чуть ли не капитулировался с рынка, не улетел. В принципе, вот так вот. Но здесь мы видим подобную ситуацию. Есть сигнал на покупку, лонг, но так как мы еще не погружаемся вниз, все у нас здесь просто-напросто шикарно. Был у нас сигнал на продажу, был у нас сигнал на покупку, был тоже на продажу, это на недельке. Но мы видим
Ну, вот на недельке был на продажу, правда, уже вершина была поставлена намного выше. Здесь у нас такие локальные сигналы buy-sell, типа на покупку был 9 июля, на продажу здесь никаких сигналов не было на дневке. Что у нас на 4-часовике? Что у нас на 4-часовике? На 4-часовике здесь уже намного круче. Здесь у нас сигнал был на продажу. Правда, он был не на самой вершине, а в диапазоне 121 тысяча долларов. Можно было бы биток здесь продавать, здесь откупать. Но, в принципе, ни у кого битка нет. Здесь мы видим то, что есть небольшая перевернутая голова и плечи. Но это не очень хорошо, конечно же, локальная перевернутая такая вот голова. Здесь будет, наверное, плечо рисовать. И потом мы шлепнемся, ну, наверное, на какую-то коррекцию диапазон 113, 114. Может, будут давать такую коррекцию, может, нет. Но я думаю, что биток у нас будет 3 недели ходить в вот этом вот блоке. И дай бог, эфириум возьмет эстафету. Начнет набирать обороты эфир. И я думаю, что все у нас получится, эфир начнет набирать обороты, и альта в этот момент будет двигаться. Хоть и биток здесь будет консолидироваться в этом диапазоне, его тут будет болтать, мотылять, но я думаю, что все у нас здесь будет хорошо. В принципе, вот такие вот у нас торговые идеи. И сейчас нужно альткоины смотреть от лонга. Конечно же, не залетать с крупными плечами. Там, если залетаете какие-то лонги, нужно соблюдать риск money management. Обязательно стопы ставить. DXY нам показывает то, что у нас еще запас хода есть по биткоину. И, конечно же, мы надеемся, что у нас здесь вот произойдет альт-сезон. Правда, здесь вот DXY начинает потихоньку расти. Это не очень хорошо, но мы находимся глобально еще в таком вот нисходящем канале. Мало ли, может, мы уже подошли к тому участку времени, где будут, наверное, включать печатный станок. В принципе, вот так вот. Большинство альткоинов у нас начало хорошо отрастать на рынке. Идет хорошая реакция на рост эфириума. Эфириум уже 300, XRP 2.89 отожрал всю ликвидность с рынка. С BNB 685, Solana что-то отстает. Dogecoin, ну так, еще в принципе все у нас стоит на месте, ничего особо не шевелится. Whitebit, Pepe у нас 12.49, держится неплохо, Aptos 5. Альтсезоном пока ничто не пахнет, Arbitrum двигается хорошо за эфириумом. Я думаю, что Starknet может быть такое, что не особо будут двигать, а Arbitrum, наверное, все-таки будут двигать. Золото стоит на месте. И Starknet у нас 14 центов. Слабовато, конечно, по Starknet, но все равно более-менее нормально. Baby Dodge тоже у нас, Notcoin хорошо тоже двинулся. Ну, рынок потихоньку отрастает, но это еще не альтсезон. Альтсезон будет тогда, когда, допустим, за сутки вы просыпаетесь, как сегодня, допустим, эфириум улетел на 300, так же само будет, например, там, ну, монетка, к примеру, монетка иена покажет там 50% роста. И зачастую альткоины двигаются от 1 недели до 2 недель. Приток капитала в рынок у нас особо ничего такого нет. Капитализация 3 триллиона 71. И, конечно же, по поводу доминации. Я думаю, что как только мы здесь вот развернемся, доминация альткоинов достигнет диапазона примерно 40%, доминация биткоина достигнет 45%, доминация эфириума где-то достигнет 17%, мы с вами увидим мощнейшие палки на альте. В принципе, вот так вот. Все у нас на рынке неплохо. Хоть и был рост и есть небольшая коррекция на биткоине, но мы видим то, что эфириум уже не реагирует на эти коррекции. И это очень положительно для альткоинов. Альта и эфириум начинают брать эстафету. Сейчас на данный момент берет эстафету эфириум. Через недельки 2, когда эфириум закрепится, начнется двигаться альта. Набираемся терпения. Все у нас на рынке шикарно. Мы идем по цикличности. Правда, немножко растянули на 4 месяца.
Это, конечно же, не очень хорошо. Ну, рынок тяжелый, рынок тяжелый. 2017 год бычка тоже быстро происходила. 2021 год уже было чуть растянуто. 2025-2026 год тоже будет, по всей видимости, растянуто. Я думаю, что биток поставит вершину до конца 2025 года, так как у него есть 4-летний цикл, но альткоины будут шумово отстреливать до середины 2026 года. Как у нас было, допустим, в 2022 году. У нас Луна росла против битка, биток уже погружался на медвежку, а Луна росла. Потом был крах Луны. У нас, конечно же, выходили проекты новые, такие как QMAL, TIDEX, WhiteBit выходили, кроссовки Steppen выходили. Все это выходило в 2022 году, когда уже биток погружался на медвежку. Аналогичная ситуация будет у нас и в 2026 году, по всей видимости. Будут выходить какие-то новые проекты, будут говорить вам то, что биток будет 0, он будет падать, зачем вам этот биток, вот смотрите, появились какие-то кроссовки, новые футболки, может быть штаны, подштанники, может быть новые трусы, NFT, что-то новое придумать, чтобы отобрать ваши бабки, которые вы заработали на этом рынке, на битке, на эфире, на альте, и потом в дальнейшем вас соскамить. Но я вам говорю, что если вы заработали, вам нужно выводить средства с рынка, ибо будут соблазны, чтобы вы их там оставили в рынке, и вы их оставите. Посмотрите истории, как заработали люди миллионы долларов в прошлых циклах, и просто их в дальнейшем соскамили в 2022 году. Просто держали в стейблкоине, в луне, и их соскамили. UST стейблкоин просто обнулил весь капитал. Я думаю, что это не секрет, все в ютубе есть истории. Ну что, на данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Всем желаю мирного неба. Криптоэнтузиастики, давайте поддержим канал, нам нужно 6000 подписчиков. Всем пока, до связи и мирного неба.